Всем привет, дорогие друзья! Ну, так как у меня скопилось этих подвесочек и бусин, я решила сделать украшение. И одно у меня есть в мыслях, в голове крутится, очень интересное, на мой взгляд. И я хочу показать и вам, что у меня получится. Очень красивый цвет и такое сочетание белое, белый перламутр с зеленым красиво смотрится. Я, наверное, буду делать вот с этими коннекторами, бусинки-коннекторы, так как здесь, видите, да, отверстие есть. И я придумала кое-что. Сейчас и покажу вам, как это сделать. Красивое украшение. Ну что ж, ты убегаешь. Ну и, наверное, использую в этом украшении, наверное, эту подвесочку. Сначала я думала этот коннектор, но будет, наверное, много зеленого. Так как бусин не будет у меня зеленых таких, я подбирала много разных вариантов, но как-то не очень смотрится. Например, вот этот вот цвет у меня бусин 6 миллиметров, хотя можно, знаете, добавить несколько бусин, неплохо было бы, так как здесь прям цвет такой прозрачный, прозрачно-изумрудный, да, хотя неплохо подходит. Неплохо, можно даже, посмотрите, как сделать вот такую подвесочку. Буду я делать с перламутровыми бусинками, так как у меня их скопилось много разной формы. Наверное, будут, я думаю, вот эти бусинки. Почему в разных пакетиках? Значит, немного отличаются, я так думаю. И очень вовремя я получила посылочку вчера. Вот эти коннекторы, так как я хочу сделать двухрядное колье, короткое, и двухрядное будет у меня впереди именно. Ну а на шею будет уже переходить в один ряд. И я когда начала делать, переходники потребовались, и вспомнила про эти. Я их как раз заказала, и очень вовремя они подоспели ко мне. Ну и сейчас я отрежу тросик, сколько мне нужно. Ну и начнем. И вот так я начала уже собирать два тросика. Отрезала коротеньких. Я взяла пин с шариком. Видно, да? И провела вот так. Сделала петельку. Закрутила. И вот так у меня получилось. Так как здесь сбоку мы видим тоже есть отверстие. И я вот так провела, вот вам видно, да? Вот так у меня получается. И тросика сзади не видно. Мне нужен полукруг. Чтобы был полукруг, украшение же у нас будет немного полукругом. Неровно лежать на шее. И у меня в верхнем ряду шарики маленькие, шарики, бусинки круглые. Самый маленький, наверное, 1,5 или 2 миллиметра. А вот в нижнем ряду у меня чуть больше, совсем на миллиметр, я так думаю. Здесь я хотела поставить вот такую, но я думаю, очень много будет зеленого цвета, да. Уже здесь я продолжу сейчас собирать и также поставлю сбоку вот такую бусинку. Также наберу сейчас, мне нужен полукруг, чтобы получилось как-то красивый изгиб такой. И вот так у меня получился полукруг, чего я и добивалась. Конечно, это не с первого раза получается. Тут надо подобрать разные бусинки, чтобы получился такой полукруг. Когда мы раздвигаем, оно, видите, как становится. Но украшение будет на шее лежать вот так. И теперь я уже остановлюсь на этом и поставлю коннекторы. Вот эти. Я думаю, это несложно будет. Посмотрим. Здесь есть отверстие и перекладинка. Вот видно, я провела. И теперь надо обратно тросик провести. Вот так. Его и не видно. Ну и теперь я проведу бусинку. Посмотреть, как она будет. Нормально. Я сначала, наверное, одну сторону закрою. Здесь я между бусинкой ставила кримп, чтобы его в дальнейшем зажать. Вот он кримп, провожу кримп. Так надо этот хвостик обрезать, он закрутился и неудобно. Теперь надо подтянуть все это. Так, беру плоскогубцы
И вот так подтягиваем, чтобы крепко-крепко прилегало, не было никаких расстояний. Подтянули хорошо и зажимаю. Кримп я не буду покрывать никакими обжимными шапочками, так как он вот между бусинками, его и не видно. И теперь я вторую сторону также сделаю сейчас. Потом уже буду подтягивать. То есть с другой стороны. Здесь я провела и также обратно в отверстие провожу. Продеваем бусинку и кримп. И вот так вот смотрится неплохо, да? Хорошо по размеру подошли эти бусинки к коннектору. Так, и зажимаю. Так, я, наверное, с этой стороны. Неудобно с той стороны. Чтобы, я думаю, кримпы в одной плоскости лежали. Сделать вот так вот на расстоянии от себя. Подтягиваю. Вроде бы удалось. Все, стоит крепко. Ну и теперь сейчас я все бусинки переведу на эту сторону и посмотрим вторую сторону. Теперь вторую сторону делаем. То же самое я провожу вот в эту сторону и обратно. Здесь я проведу в кримп, ну и в какую-нибудь следующую бусинку, ну, примерно в 2-3. И подтягивать надо теперь. Да, здесь не тянется, а надо сразу проводить тросик. Вот так. Сейчас я его, наверное, пока зажимать не буду. Я сейчас вторую сторону тоже проведу, а потом, может быть, неудобно будет. Так. И обратно. Также проведу сейчас все обратно в бусинки, в кримпы. Ну и теперь мне осталось прикрепить кулончик. Здесь я сейчас думаю прикрепить или цепочку на продолжение. Вот такую вот. Здесь нужно соединительное кольцо, так как видите, да, эти звенья неразъемные, их надо ломать. Вот можно поставить такую цепочку сзади и не ставить уже бусины. Можно продлить бусинками. Ну и вот такую цепочку я подобрала. Видно, да, 8-очками. Она с трудом прошла, но прошла. Проходит, и, я думаю, двигаться не будет. Где-то застопорится кулончик и будет на одном месте держаться. Это тоже хорошо. Он не будет, например, двигаться, так как я сначала думала, вот это тоньше намного. Думала на ней поставить, на этой цепочке кулончик. А потом встретила эту цепочку в пакетике. Я еще никуда ее не ставила. И вот сейчас вот надо мне определиться с длиной подвесочки. Тоже здесь надо эти раскусывать, так как они неразъемные такие, 8. Резная 8. Красивая цепочка, такая нежная. И на колечки, даже колечки здесь не нужны. Я раскрою здесь пины и вставлю цепочку. И вот так получилось. Смотрите, я не поставила цепочку, отказалась. Она не очень оригинально смотрится и как-то недоделанный такой вариант. На мой взгляд, я решила все-таки поставить бусинки намного лучше. И такое уже украшение элегантное и полноценное, можно сказать. И вот от кулончика я тоже отказалась. Он очень легкий. Туда-сюда болтается, не оттягивает ничего. Ну и не смотрится этот кулончик. Как-то не очень мне понравился. Я поставила потяжелее, нашла вот такую подвесочку. Здесь стразики есть. Красивый, как салют, такой кулон. И он хорошо подошел. Думаю, не обязательно зеленое, чтобы присутствовало, правильно? Есть немножко и хватит. И вот так вот получилось. Здесь я тоже поставила кримпы, не закрывая. И цепочка. Украшение не тяжелое, такое аккуратненькое, тоненькое, утонченное. Сейчас померяю длину и скажу вам. 36 сантиметров. Ну и плюс удлиняющая цепочка 5 сантиметров. Я думаю, у кого шейка тоненькая, очень будет хорошо смотреться. И здесь и удлинять не надо. Вот так вот я на своей шее закрыла на самое первое колечко. И смотрится просто изумительно.
это украшение будет в наличии. Ну и еще одно сделала с кулоном. Простое, незамысловатое. Ничего не выдумывала. Просто добавила зеленых бусин. И вот этот кулончик подвесила. Очень он красивый. Ну, смотрится просто богато. И вот такие вот самородки золотые бусинки. Поставила 2 штуки. И вот такое вот тоже коротенькое украшение получилось. Примерно такого же размера, может быть, 40 сантиметров. Ну, тут тоже есть удлиняющая цепочка на окончании бусинки. И вот такие 2 украшения я сделала. Из зеленой коллекции у меня больше ничего не родилось. Вот эти вот остальные бусинки, подвесочка. Что-то меня больше не вдохновляет. Это зеленый цвет, эти кулоны. Решила я еще вот с этими бусинками сделать. Сейчас уберу. Вот из этих бусин сделать стеклянные бусинки. Но до того же они красивые. Так смотрятся. Потрясающе в украшении. Еще с золотой фурнитурой. Они прям сверкают. Ну и одновременно такое легкое воздушное украшение. Так как они прозрачные, полупрозрачные. Такой оттенок у них салатный. Посмотрите, какая красота. Ну и подобрала вот такой кулон. Это из нержавейки. Здесь тоже такой нежный, нежно-бледный цвет зеленый. Ну, я думаю, он неплохо сочетается, этот кулончик в украшении. Здесь даже стразики, вот я вижу, сверкают. И вот так я собрала перламутровые бусинки 8 миллиметров. Ну, просто мне так оно понравилось. Такое хорошенькое, нежное украшение. И вот любимый карабинчик мною теперь поставила. Это украшение тоже будет в наличии 43 сантиметра длиною. Очень комфортная длина. И не под горло, и чуть ниже. Ну, померите, если кто-то захочет. И 2 таких колечка. Я не стала удлиняющую цепочку ставить. Я думаю, длина достаточно комфортная. Вот такие украшения. Ну и себе сделала украшения. Сейчас покажу тоже. Как в том фильме. Себя не обделил. Это опять мне. И это мне. Ну и себе сделала вот из этих кривых бусин. Думаю, посмотрю, что получится. Почему бы и нет. Мне понравилось. Знаете, оригинально смотрится. Решила на мемори проволоке собрать. И мне нравится, что они перекручиваются. Они просто со всех сторон. Можно их рассматривать тоже. Они сверкают, эти ракушки. Ну и вот эти вот звездочки поставила. Фурнитуру поставила позолоченную. Но только карабинчик у меня нержавеющая сталь я поставила. Такой, это все позолоченное. Буду носить вот эти бусинки позолоченные. На шее будут. И потом покажу, как они будут себя вести. Это позолоченная фурнитура. Что с ней случится, посмотрим. И вот эти вот тоже ракушечные плоские бусины. Нравится мне это украшение. Так комфортно на шейке. Я его сделала прямо под шею. Не длинным. Ну да, еще вот здесь вот я поставила вот этот вот кулон-подвеску. Подсоединила на бейл. И думаю, если мне захочется, я могу еще и подвеску носить. Посмотрите, тоже неплохо смотрится. Вот такая идея тоже возможна с этими бусинками. Так их сколько было разных цветов этих бусин. Красиво, на мой взгляд. Мне понравилось. Как вам? Пишите комментарии. Всегда интересно ваше мнение. Ну, а если понравилось, ставьте лайки. Мне будет приятно. Подписывайтесь на Дзен. И нажимайте на колокольчик, чтобы приходили новые мои видео. Ну, а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!